От луков сейчас ничего не останется. Своих бы орлов не убить, ё-моё. Что происходит? Да, ё-моё, он убил своих орлов. О боже, Макс ржет над этим. Я только говорю, только не убить своих орлов. Он пытается в креста попасть. Да. Джордану надо возвращаться в форму все-таки. Возвращение двух легенд. Джордан Ауе и The Max. Джордан — немецкий игрок, который после появления своего на турнире с Гарнизон в качестве аналитика решил вернуться на какое-то время, по крайней мере, в эпоху. Сейчас стримит и играет. И его цель — попасть через квалификацию на турнир Warlords 4. И он будет играть у нас против Макса, известного финского топ-игрока, который редко появляется на турнирах в последнее время, но все еще поигрывает и, возможно, тоже начинает свою подготовку к крутому турику Мемба. Погнали! Играют ребята Мегарандом, пока не знают, к чему готовиться, поэтому самое то поиграть на трэшовом Мегарандоме, который оказывается очень маленьким. И, как вы видите, это та самая генерация, где похоже на Сокотру, где вообще нет камня. Пока об этом игроки могут не знать, а может уже и знают. Посмотрим. И, как обычно, Nomad Start, и игроки прям друг к другу клеятся. Но это, конечно, капец. Потому что Джордан у нас на ацтеках, и он прилипает к лесу, ему кажется, что это хорошее расположение, но он понимает, к чему ведет дело. Он заперт Максом уже просто... Да, сам себя, блин, запер, сам себя загнал в угол. Ну ничего. И Джордан, конечно, смехуёчки тут вырисовывает, потому что, да, они оба понимают, что не рядом. Макс говорит, отличная ТЦшка у тебя, чувак. Джордан соглашается, блин, карта и так маленькая, так они еще и зажались. И смотрите, что начинает делать Джордан. 3 креста у него сначала строили ратушу, но потом один крест уже забирает кабана у Максоныча. Максоныч его видит, сразу готовил 2 дома под завольчик, но здесь ситуация с кабаном разворачивается. Так. Не получилось отагрить пока кабана Максу, и продолжает его вести Джордан. Через домик тоже не получилось, неправильный дом наметил. Отлично. Доводит кабана по ходу Джордан. Но надо еще с ним разобраться, что как с лумом. Что какие дела. Ладно, у нас на самом деле набор очень интересных наций. Так, спокойно убивать. Ацтеки на бирманцев. Интересные нации такие, которые заточены на манкраш, да, на монахов. Также бонусы на релики есть у бирманцев. Видны все релики, то есть он знает, сколько их, по крайней мере, на этом мегарандоме. А их что-то в районе, давайте чекнем, 4. Ну, ацтек получает на 33% больше золота с каждого релика, то есть... Окей. Интересно, кому этот релик достанется? Интересно, кто тут вообще сколько выживет. На самом деле, да, вопрос... Джордан сколько выживет. Но Джордан чем знаменит, на самом деле, да, чем можно его описать? Наверное, я бы его писал как, ну... Игрок с такой поставленной базой. Он шарит за классический геймплей. Очень хорош в экономике, я думаю. Мы это все увидим с вами здесь. Так, ну... Макс, наверное, я бы его характеризовал как игрока, который шарит в хаотичных ситуациях. И это очень похоже на хаотичную ситуацию. Так, здесь они подрались, но потом... Подвели каждую по кресту, и теперь... Так. Риск раненым крестом помочь. Но не должны сливать. Главное, что кабанчиков своих забирают. У Джордана есть 4 оленя, золото довольно близко, много леса, это понятно. Камня на карте нету. Ну, игроки, которые сыграли там 30 матчей в мегарандоме, наверное, пару раз встречали этот мегарандом, где действительно нет камня. Ну, есть дополнительные кабаны, олени. Ну, леса куча, конечно. Так, идет пока войнушка за оленей. Ну, Джордану надо выбираться отсюда, потому что The Max, походу, захочет его запереть тут полностью. Но он идет еще за одним капчиком, довольно далеким. Лум у него уже прокачан, как и у Макса. Айдлов почти нет, ресурсы добыть одинаково. Так, еще домик. Интересно. Но это все территория, которую Джордан сам у себя забирает вот этим домиком. Так, попытка остановить. О, ну блин, Джордан тут успевает. Но, кабан куда хочет пойти?
Не получается у Макса застопить этого кабана. Можно в конце концов попытаться его расстрелять. Одним вилом плотчить, а двумя расстреливать, чтобы он упал вот здесь на самом деле. Но нет, даже этого не получается у Макса, и он просто дает кабана Джордану. Хотя он тратил аж 3 креста. Ну, будет еще 2 креста, 5 крестов. Неужели будет драка просто за оленей? Так, смотрим здесь что. 100 еды на самом деле на руках у Джорди. Ему надо просто сваливать ТЦ. Но одну крестьянку очень сильно блочит. Он Джорди агрессирует, пытается забрать креста, но грамотно игроки тут все чик-чик-чик. А тут Джордан. Макс там много косяков мелких делает, и поэтому не добивается успеха в ситуациях, где можно было бы. Мне кажется. Ну и крестьяне с кучей еды на самом деле уходят. И видите, что делает Джордан? Он жрет сначала еду, которая спорная, и потом оставляет себе оленей. Да, которых он точно заберет. Так, дом. Сразу заранее Джордан пилит еще один дом. А вдруг его убьют? В темной эпохе у дома совсем слабенькие статы. Так. Самое прикольное, что да, это не ТЦ-раш. Тут расстояние между ТЦшками достаточно большое, на самом деле. Кажется, не так. Так, интересно, ты трое ворот. Он пытается заволить этих крестьян, получать четверых. Интересный момент, но тут всего лишь один крестьянин. И да, ворота прорывают, наверное, 30 я еще потерял. Джоуди. Так. Снова 6 на 5 крестьян идет драка. Тупо заруба. Нуба заруба. Так, здесь еды не остается, но она есть. Есть на самом деле по ТЦ. Тут олень. Тут еще 2 залеймленных оленя. 3 дома. Так, что тем временем делает Макс? Ищет кабанов. Поставил мельницу. Ну, сейчас у берманца нет никакого на самом деле бонуса, кроме как то, что он релики видит. То есть такое. А вот стека, встроенная тачка, плюс 3 ресурсов они перевозят, да. И самое главное дело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Выходит 5-6 крестами женского пола, ставит барак и выходит наружу. Не дает себе запереть Джордан. Подождите, как я понял... Интересный момент. То есть этого не видел, да, вот эти крестьянки? Или видел? Вот же бой был. Но нет, Макс понимает, что крестьянки ушли наружу. Он убивал этот частокол. Просто очень похоже на то, что он будет сейчас запирать Джордана. Борьба за дом идет, но 2 креста вроде как вычинивают этот дом или нет. Туда-сюда. ХПшки держатся вроде. Здесь ставится дополнительная мельница Джорданом. Нашел кабана Макс и переводит его к этой мельнице. Тут немного крестьян, но должен разобраться с ломом. Мог прожать переход Джордан. Потому что тетенька ел еду. Сейчас все накинулись на лес золота, как будто бы выход от лучников. И да, запирает Макс своего оппонента, но, по-моему, он должен знать, что наружу есть Джордан. И 6 крестьянок, и барак. Соответственно, не все так просто. Нет, подводит под ТЦ все-таки кабанчика. Чик-чик-чик, все четко. У каждого из игроков... Ну, блин, у Джордана крестьян 6 сильно раненых. Здесь поменьше. Хотя тут еще есть одна сильно раненая. Дожирает оленя. Ну и, соответственно, экономит на шахте здесь. Джордан, а смотрите, Макс делает второй слой заволок. Ну, обычно ты его делаешь, когда ты думаешь, что враг полностью внутри. Что думает Макс? Но он не видит барака. Неужели он не понял, что кресты ушли? Как будто нет. У него, кстати, тоже золото близко под ратушей, на самом деле. Ну и тут Джордан может делать вид, что он заперт, а на самом деле он не заперт. Много леса у него, причем, смотрите, даже есть ферма здесь. Специально она сделана, конечно же, не сюда, еще бы. В конце концов, ферму можно с ТЦшки расстрелять, давно я такого не видел. Ну и да, он действительно делает вид, что типа, ты меня запер. На самом деле он делает, конечно же, стрельбище, конечно же, топорик. То есть Джордан шарит. О, кстати, посмотрите, по диагонали можно этот тайл вычинить. Найс, мув. На шахте не экономит Макс. Ну, Макса сейчас первый экобонус, ну, точнее, наверное, у берманца это единственный экобонус, да? То, что у него топорик апается на халяву. Даже если нету лесопилки, это не важно, топорик будет прокачан. И лес на 20% добывается быстрее. Так. Ставится такие вышка. Честно говоря, я всегда тоже такие вышки ставлю. Они на самом деле... А, нет, все-таки надо на тайл дальше ставить. На максимум показал. Ай-яй-яй, Макс неправильно здесь сыграл. Тут можно было еще более хитро сыграть. То есть, что происходит? Джордан не очень грамотно ставит вышку. Ратуша очень быстро убивает вышку, если она в радиусе находится. Вышка. Да? Что здесь стоило сделать, наверное, Максу? Это дать достроить эту вышку.
Пусть достраивается, что она отбивает вот этот кусочек леса, пусть достраивает, тратит ресурсы, потом ты ее быстро расстреляешь, это по идее выгодно. Это очень выгодно, потому что это же единственная вышка, ну как бы, камня-то больше нету, можно, конечно, покупать камень, это само собой, но в целом, ай-яй, Макс тут мог переиграть. Немножко Джордан потерял камня туда, по лесу вышки очень дешевый сейчас, так, тут выходит первый лучник, а в этом плане, мне кажется, Джордан тут немножко неправильно играет. Хотя, может, он хочет все-таки побыстрее выйти отсюда, поэтому лучником привел. Но, возможно, надо было скопить 3 лучника, и тогда уже прям убить крестьян, и будет более неожиданно. В целом. Лесопилка вниз. Пока до сих пор без шахты. Ну, наверное, все-таки Джордан хочет выбраться, и мало у него места, хочет он идти за большей охотой. Так, здесь будет ли тратиться на еще одну мельницу? Ну, в конце концов, это не обязательно. Рынок и кузница я не видел, да. Поздний переход от Макса. Значит, у него есть ресурсы на замковую эпоху. Ну, почти так. Вышка перед золотом, пока лучников немного. Напомним, что от стека быстрее военные юниты производятся. Найс. Топорик есть. Хотя и лесопилка есть. Так. Но здесь больше никаких крестьян нету у Макса. Что ж будет? Ну, минус крестьян, как кажется, вышка достраивается. Здесь грамотно поставлены здания. В принципе, в итоге оказался заперт Макс. Ну, он сам выбрал свою стратегию. Fast Castle. Но ему не хватает еды, ё-моё, откуда ему еду брать? Можно, наверное, лес продавать еще. Еще продает лес. Тут крестьян можно, блин, почти расстрелять, если сделает стрелу. Так, тут несколько ферм. Мельницу не решил ставить Джордан. Крестьяне вышли, может сюда шахту поставить. Без шахты снова работает отстек, но он по 13 перевозит. Ну, 100 еды докупает, сбрасывает и поехал. Замковая эпоха, но во что? Макс Заберманцев идет замковую эпоху, получит на халяву пилу. Неужели осадка монастырь? Кажется так. Вторая шахта. Можно тогда апнуть и золото, но для этого надо еда. А еды вообще не добывает Макс. И как будто бы не собирается. Полностью контролирует его Джордан. Хотя... Видите ли... Ну, карта маленькая. Он вот тут одним лучником стоит. Может надо еще походить. Еще мельница. Ну, понимаете, что происходит? Да, очевидно, что Джордану что делает Макс. Переходит. Так, контролирует. Видите, он очень хорошо экономику вот, понимает, знает, как она работает. Тут гуся есть. Еще максимально пытается догнать замковую эпоху. На самом деле тоже поставил рынок. Сэкономил на стреле и будет переходить потихонечку. Шахту таки ставит, грамотно. Тут пара фермеров. Ну и... Не совсем понятно, что дальше. Так, ну молодец. Джордан айдлит. На самом деле, мне кажется, правильное решение здесь. Прайдлить и 1,5 минуты карту. И побыстрее перейти. Это супер важно на такой дистанции. Так. 2 минуты разница по переходу. И 5 крестьян разницы. Очень сильно бафает тут, мне кажется, встроенная тачка. Мы ее так называем, бонус на плюс 3 добычи. Он еще раз сделал стенку крестьянкой. Так, удаление дома идет. Осадка сразу идет. Интересно. Так. Ап на золото. Добыча золота. Найс. Очень много золота здесь. Не будет ли он покупать замок? Чтобы купить замок, тебе надо купить 600 камня. Да? Цена 170. То есть это там... Это больше, чем 1000 золота. Он делает манганельку. Так. Орлы не делаются. Нет, делается орел. Делается. Снова патча орлы в феодале будет еще быстрее делаться. Не 60 секунд, а 50. Ну, от стека, соответственно, еще быстрее. Броня на орлу. Так, выходят кресты. Или не выходят кресты? Канелька. 2 пилы, соответственно, есть. Это какой-никакой бонус. Можно меньше лесорубов держать. Ап. Так, есть реакция у Джордана. Ну, тут вышка. Ух ты, а по этому лучнику не прошел урон. Интересно, смотрите. 500 камней уже купил. Да, вот он план кабана от Макса. Покупка камня, замка. Но перед этим, ух ты, какой замок идет. Прям... Ну, успевает выбежать Джордан большим количеством крестов. Начинает разваливать какие-то домики. Здесь крестьяне, но он под вышкой ставит. Да, действительно, вышка. Но подождите, он под ТЦшкой ставит. А вышка? Что выгоднее, сидит ТЦшкой, либо вышкой? По идее, вышки, она все-таки дальше стреляет. Но пока ТЦшка расстреляла одного креста, теперь бы вышку перекинуть крестьян. ТЦ сейчас стреляет просто по замку, это тупо. В этом нет смысла.
Так, но здесь... Ой-ой-ой-ой. Еще крестьянка одна умирает. Ну, причем они сидят в ратуше, окей. Орел подбегает. Ой-ой-ой-ой, не обязательно как будто тут потери или как? Ну, одного креста и вышку убил, но он от ратуши 3 слил. Это, конечно, немножко кринж, учитывая, что он ставил по факту не под ратушей. Но здесь, да, осадка бы немножко правее, тогда бы кресты могли отсюда строить. Так, еще кресты выходят, и тут, понимаете, тут очень тяжело, но всего лишь катапульта, был бы какой-то скор, может быть, намного больше пришлось бы убить. Выходит один Рамбай, полностью эмигрировал Джордан. Это куда он эмигрировал? Кстати, да, игроки из Германии и Джордан из Германии, Макс из Финляндии. А рейтинг у них, посмотрите, какой, да? Относительно невысокий, я бы сказал, для топ-игроков сейчас. 2500, 2400, да? Ну и смотрите, что делают Рамбай с крестьянами все-таки. Выпиливают их, могут. Потому что на самом деле, хоть у Рамбая точность пишет вообще 20%, у элитки 30%, но это с максимальной дистанции. С дистанции 1-2 тайла они почти не промахиваются. Как и другие юниты в эпохе, на самом деле, да? Поэтому не стоит недооценивать рамбоев. Монастырь, соответственно. И тут что? Осадка. Так, у Джордана... Джордан много очень потерял ресурсов вот на этой миграции. Очень много. А Макс там с 2 пилами качался. Так, ну крестьян слит опять Джордан убил, да? Вот здесь вот, в принципе, 4 убил. Ну, 3 слил. Не так и много. Так, аванпост. Начинается пуш. Пуш. Армия, конечно, у Джордика такая, что никакая, честно говоря. Броня на орлов, ну это такое. И лучники вообще без стрелы. Это очень не очень. Вот для чего нужны аванпосты, чтобы видеть Манганы. Ай-яй-яй, плохо. От Макса здесь он вернулся. Но креста засейвил. Может, по кусям можно стрелять. Это тема. Так, Рамбай и в поиске. Поиски добычи, но мне кажется, эта армия не развалит даже 3 Рамбаев, которые без авов, конечно, но... Ну что же, где тут холмик? Так, опасно, ну креста бы забрать, тогда он подумал, что крест пойдет, а крест просто запивил, застоял. Орлы бежали в Манганельку, такие убили ее. Так, ну от луков сейчас ничего не останется, своих бы орлов не убить, ё-моё. Что происходит? Да ё-моё, он убил своих орлов. О боже, Макс ржет над этим. Я только говорю, только не убить своих орлов. Он пытается в креста попасть. Да. Джордану надо возвращаться в форму все-таки. С таким геймплеем он далеко... Ну прикольно, что оба игрока ржут над этой ситуацией. Нормально. Нормально. И так сойдет. И так сойдет. Так. Еще 100 камня покупать за Макс, чтобы ставить ратуши. Цена камня уже 190. Интересно. Так, ну Макс не качал добычу золота, а Джорди закачался. Угу. Вот это халява. Этих крестьян никак не спасти. И Джордан понимает это немножко заранее. Простейшие сплиты от Макса, хотя он умудряется одного слить работа. Так. Ну, тем временем релики начинают собираться. Это очень выгодно. 2 монастыря уже есть. Еще ратуша. Соответственно, Джордан тоже покупает камень. Как бы это дорого не было, это нужно делать. Ну, видите, дозор дает руш и псюр. Ай-яй-яй, ну скорпов не хватает или чего, или кого? Скорпы? Плюс монахи, тогда будет подойти очень тяжело. И к тем. Либо ты сливаешь кучу хп, либо ты отдаешь юнитов, мне кажется. Манганель, но от нее легче увернуться. Все же. Или я не прав? Devotion делает Макс? Отлично. Потому что у Пирмы дешевые апгрейды на монахов все. То есть этот апгрейд, наверное, не покажет, сколько он стоит. Да? Бейс покажет сколько. Ну, короче, если он стоит по умолчанию 100 еды, 200 золота, вроде как, то для Пирмы это вообще копейки. 50 еды, ну или 75 еды, может. И 100 золота это ничего. Так. Видим, что Макс постоянно продает лес. Еще бы. Но тут замок, да? Можно попытаться забрать фермы, кстати. Но в них на самом деле очень мало еды, так что это так. Но золото остается, золото. Интересно. Но замок Джордану уже поиметь будет крайне тяжело. Очень много придется им покупать. Поэтому, кто первый купил замок, может, кстати, это и нормальная тема. Именно на карте, где нет камня, купить замок, потому что следующая покупка замка для оппонента будет нереально тяжело. Да, хейстил релик, просто заныкал релик тут. Максон. Но у него будет 3 релика, а вот стека всего лишь 1, то есть как 1.33. Совсем немножко. Олени, кабанов подхавает, так.
Так. Ой-ой-ой, главное, чтоб кучу крестьян. Ой, неправильно, Макс. Макс, куда ты? Стрелять надо в полного хп креста же. Тогда раненый умрет. А он добил ту крестьянку, которая так должна была убирать. Ну, как по мне, поэтому один крест выжил. У тебя же распределенный урон. Не знаю, окей. Таран. Но Макс качает свои апы. Да, давайте поменяем местами игроков, правильно? У нас уже Джордан полностью справа, чтобы было интуитивно понятно, кто какие апгрейды делает. Оба делают Redemption. Вот оно что. Вот оно что. Скорость на монахов. Так, стрела. Для чего нам стрела? Элитные скермы. Интересный подход. Решил воспользоваться стрельбищем. Ну да, скермы могут законтрить. И то есть, ой-ой-ой, вот это я не люблю, когда монах, ты немножко мискликнул, и потом ты можешь забыть про него. Не принес релик? Или цель не дать ацтеку? А себе и не надо. Ага. Так я и не понял, как тут вышло в итоге. То Джордан заметил это. И удалил, он удалил их. Но одну, я так понял, забрал Макс, и сразу у нее количество еды стало большим, да. С хомутом причем. И теперь он делает сюда мельницу на одну ферму. Но все равно, одну ферму он, получается, себе с хомутом на халяву получил, интересно. Так. Еще мельница, офигеть. Но, вот, хп на монахах уже 55 от стека. Не получилось. Не вышло. Ну, Макс прокачал Devotion, как надо. Devotion надо качаться Джордану по-любому. Даже если сам Devotion почему-то ему не нужен, да, тут монахи на монахи. Но плюс 5 хп не помешает. Так, второе стрельбище — это выход с кермов с баллистикой. По крестьянам. Макс плюс 4 креста. Оба слили по 5 крестьян, и у Макса все так же плюс 500 ресурсов остается. У него как будто бы больше карты, да, конечно, сильно пришел Джордан тут. Но здесь много еще золота есть на карте. Вообще золота сколько осталось? 20 тысяч. Нормально. Опа. Найс. Надо прятать его, мне кажется. Да. Прячет. Так. Ну, смотрите, как наклеют здесь Арамбай с первой броней. Подходит куча монахов, но сверху монахи Джорданом подлетают. Баллистика готовится. И тут инициирует бой первым тараном Макс. Говорит, выходите, крестьяне, будем вас расстреливать. И лечить. Видите, как все. Да-да-да, вот, надо его убивать. Соответственно, Арамбай подходят, или должны подходить, но не подходят сразу. И тупит здесь Макс, но он раскликивает монахов сверху. Он сконвертил этим Манганельку, и Манганель, на самом деле, ничего особо не добилось. Еще одного Арамбоя конвертит, но тут подходит скирмы, и баллистика почти готова. Так, выходит таран сразу на осадку, и здесь у Макса начинаются большие проблемы. Ратуша была вычинена. Максон там чуть ли не импы уже готовит, у него ресурс хороший. Но пуш он, я бы сказал, провалил довольно быстро. Двумя манганельками, тараном. Так. Но здесь доказано манганель, но наш будет сконверчен. Ты уже понял, что тебе сконвертили манганель, да? Ну что, с баллистикой уже все веселее становится, видите? Классический геймплей все-таки Джордан показывает. Скермы, баллистика, нормально. Хотя это и сейчас база. Так, ну что? Ага. Ну, таран тут теперь не нужен, раз все монахи с Redemption. Так. Ух ты, не понял. Пом. 55 хп монах ваншотается от манганели с холма. Надо это запомнить. Еще один. А вот этот не заваншотнулся. Ну-ка. Ой-ой-ой. Я думал, это манганель ошибка, оказалось нет. Манганель с холма сильно лучше. Еще ратуша в центре. Смотрите, как микрит этой манганели, Макс. 3 монахов убил, это очень выгодно. Но Рамбай себя уже чувствует никак. Скирмов 18 штук сделал. Офигеть, конечно. Но здесь пошли апы на броню. И 3 конюшни готовы. Отлично, отлично, отлично. Ой-о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 й. А если сделать манипурскую кавалерию, апгрейд уникальный у Бирмы, то всадники, кавалеристы, да, вся кавалерия Макса будет иметь плюс 4 урона по лучникам, в том числе и по скирмам, насколько я помню. Неужели это та самая ситуация, когда эта технология может зарешать в замковой эпохе, а не при спаме там каком-то? Так, таран работает над домиками. Посадку сконвертить было бы очень прикольно. А конюшня, так, выходит 2 скаута.
Вот стекский монах. Умирает. Ну, Джордан мало апов прокачал. Он прокачал Redemption и это. Надо еще было обязательно скорость качать и Devotion. 65 хп, это минимум. Это база. Так. Ну, удалось конвертиться садку, не заметил этого здесь. Макс. Релики 3-1. Манганелька выходит по скирмаю. Откуда она здесь? Честно говоря, не знаю. ЛК апается наконец-то. Добавление лучников идет. Ну, как бы все апы и так есть. Осталось только арбалетов сделать и лучников. И будет баллистика у тебя отличный пачка арбалетов. Так, тут крестьянку тоже обнаружил Джордан. Джордан отпушивается, но у него на 15 крестьян меньше. Чуть-чуть монахов добавляет Макс. И, наверное, будет удалять сейчас... Нет, не успел. Забирают Шуманганель. Макс отдает все преимущество. Арамба еще похилялись, делается сетьмой, готовится легкая кава, еще 2 конюшни. А ведь серьезно, разве эта короночка бы сейчас не зарешала? Манипурская кавалерия, 300 еды, 300 золота. Может себе позволить такую тему? Против луков и скирмов, это то, что нужно. Монахов тут немного, с ними разбираются рамботы, ЛК залетают. Тут главное ЛКшками нейтрализовать, как бы... Тут и то, и то контрить все подряд, блин, не знаю, даже интересно. Да ладно, отпушивается Макс, ребята. Отпушивается Макс. Не скопил арбалетов тут Джордан. Какую-то десяточку. Игра снова переворачивается. Добавляет стрельбище. Так, и бараков я вижу тут парочку, да? Второй барак был построен какое-то время назад, но непонятно для чего. Еще 100 камней покупает Макс. Опа, а Макс тихой сапой покупает еще один замок. Посмотрите, за огромные бешеные бабки. Золото он так и не прокачал, да? На такой карте это must have. И он хочет закрепить еще одним замком. Очень агрессивно. Ап на пике, интересно. Но полностью прокачивает кавалерию здесь себе Макс. Ой-ой-ой, вот это Страйковский. Ну хорошо. Насливался здесь Макс на самом деле. А это для него очень плохо. Перед пушем. Перед постановкой форвард замка. Но благо у него, блин, у него охренеть. У него, ну, 4 конюшни, да? Одну все-таки пришлось удалять. Было бы 5. Так, монастырь теряет. Одним, по сути, крестом начал строить Макс замок. Но здесь катапульты рядом нет. Ратушу сюда ставить, серьезно? Ратушу, но сейчас замок. Центральный замок, который может очень много чего делать. Так, катапульта, луки нашивают. А, тут проход есть, понял. Понял, здесь был проход. Но лучники сейчас выгодно выглядят более с пиками. Здесь прям арбойчиков. Узкий проход, не хватает скорпионов, мне кажется, Джордану. Мне кажется, он не шарит то, что сейчас скорпионы вообще с баллистикой или что. Может и шарит? Ну, нет, он шарит. Он же кастил игры, но... Ну, не делает их. Нет привычки, что ли? Ну, замок. 77 крестённых каждый. Подходят монахи. Можно... Redemption же есть. Почему Макс не пытается конвертить Манганель? Я понимаю, что лучники очень выгодно стать. Неужели достроить замок? Не хватает, а даже от стеку производства, блин, ну вот он не успевает. Или хватает. 93%, еще кресты умирают. По 19 крестьян оба слили. С конвертов такие катапульты дал страйк, и замок достроен. Так, есть таран, можно в него сесть даже пиками, или всем, чем вообще есть. Потому что все, что есть у Джордана, садится в таран. Так, а сколько ратуш? 4, наверное, у Джо. И, наверное, 2 у Макса, всего лишь 2. Но что... Ой-ой-ой, Джордан. Джордан теперь хочет купить замок. Смотрите, что он делает. И тут, конечно, подляна. Помните? 43 камня осталось, да? Потому что он вышку там отменял. Неаккуратная вышка стоила ему придется покупать на 100 камня больше. А это 230 лишнего золота. Вот во что это выливается. Вторая стрела. Да, и со второй стрелой с холма очень быстро эта ратуша пойдет. Но вот куда, да, наверное, грамотно замок ставит Джордан. Вот это золото как-то засекьюрить. Но есть проблема. Так, надо спасать замок. Его постановку. Нет, армии много у Джордана. Макс очень как будто в импы хочет, у него 40 ферм. Ну, либо... Ага, я так понял, Макс обратно пытался свою осадку сконвертить, но удалил ее Джордан. Найс, катка. Джордан немножко догоняет по добытым ресурсам. Но ему обидно иметь всего лишь один релик за отстека тут, конечно. Ну, так вышло. Макс нажимает импы, да шо ты будешь делать? Но видно, что Джордан тоже собирается их нажать. Дают ему поставить замок. Ой-ой-ой. Минус 5 крестьян еще. Ну что,
Давайте думать, в Бирме и в импах, опять же, сразу третья пила будет требы, у него есть возможность сделать пушки. И так как пушки будут немножко прикрыты замком, то, наверное, монахами их тяжело будет сконвертить, но посмотрим. Но я боюсь, что у Джордана, ну что, здесь золото пока есть. Я думаю, ни один из игроков больше не будет покупать замок. Может, я не прав. Может, они будут покупать по 100 камня, но это же так дорого. Давайте посмотрим. Цена камня 234. Ну, конечно, на карте 3 замка куплено. И несколько ратуш. То есть это охренеть. Это где-то 25 покупок камня, наверное, было. Около того. Ну, у Ацтека... Вот тут я, кстати, не уверен. У Ацтека быстрее производятся военные юниты, да? А это на требы тоже работает? Так. Ну, баллистики нету Макса, по крайней мере. А стоило бы, может, и сделать на рамбоев. Сейчас, да? А, он делает ее. Делает. И тачку делает. Но вторую делает Джордан. Опять же, мне кажется, Джордан очень хорошо по экономике играет. Но вот в плане там армии как-то непонятненько. Убийство своих юнитов, не делание вообще скорпионов. Так, а что с этой ратушей? Нормально все? Там импы, главное, не заказаны. Заказаны в этой горящей ратуше, но она самая безопасная, наверное. Потому что эта ратуша, кто знает, тут замок вырастет, да? Кто знает? Или тараны приедут, поэтому эта ратуша самая безопасная. Ну, да. Да. Еще 100 камня покупает. И вычинивает аккуратненько Джордан, потому что его замок расстреливается замком... Точнее, Макс? Джо. Да, Джо расстреливает Макс. Так, ну тут хочет ратушу выпилить, честно говоря, может и да, может и нет. Прикольно, но пики лечится в этой ратуше, но очень медленно. Апне золото наконец-то. Вот это золото странно, что никто не добывает. Опять же, мне кажется, Джордан должен был тут добывать. Хотя тут, ну да, нечем прикрыть. Рамбой тусят здесь, третья стрела сразу. Третья стрела есть у обеих. А здесь, смотрите, приоритет на урон легкой кавалерии идет. Гусара апнуть? Тяжело. Оба замка делают трибушеты, в этом преимущество. Химия. Химия также даст 1 урона рамбаем. Но здесь апаются арбалетчики. И, конечно, монахи. Монахи до сих пор 55 здоровья, верно? Да. Мне кажется, это неправильно. Должно быть намного больше. Еще можно прокачать белую книжечку за 120 голды. Что первое восстанавливалось. Еще плюс 5 хп. Так. Каковы ваши шансы? А, смотрите, то есть они реально столько покупают камня. Еще 300 камня купил, просто чтобы вычинивать, да или нет? Так, Джорди и его трибушеты. Прячется за рынком трибушеты. Броня еще. Окей. Пики. У Джордана нет возможности апнуть алебарды. А коронку Гарланд Вардс тоже, блин, это очень дорого. Это 1200 ресурсов, насколько помню. Это нереально. Мессенри, но замок потерян. Так, отлично. Замок потерян. Тут трибушет очень неудачно едет. Но Джордан в запасе камнем. На самом деле, чтобы вычинить полностью замок с нуля, нужно не 650 камня, а 325. Поэтому покупка камня все-таки решает. Армии 60, ну и 53 у бирманца тоже немало. Мне кажется, большой мисплей, что тут нет манипурской кавалерии. Как будто бы он про нее не вспомнит. Так, трибушеты перекладываются на трибушеты. Ну, инициируется бой, видимо. Пики, где они загуляли, не знаю, подбегают. А рамбой. Они должны давать тут большой дэмэдж. 3 конверта от Джордана дается. Именно рамбой были сконверчены. Not bad. Замок, 50 камня. Ой-ой, жестко заруба. Но арбалеты с кермами апнуты довольно сильно. С химией. Все дела. Трибушеты здесь. Что они делают, man? Камень закончился, но трибушеты пытаются спасти через засадку. Он ее удаляет, видимо. Пушка также была сделана одна. Отпушивается Джордан просто на спаме. Просто трэш. Типа трэш. Ну, третья стрела доделывается, но для чего она нужна, я тут не совсем понимаю. Ага, стрельбище вырастает у Макса. Походу будет делать скирмов, потому что все это действительно контрится с кермами. Трибушеты будут загашены пиками, что ли? Тупыми пиками с 4 урона. Лоу. Да, и GG прописывает Максон на 55-й минуте. Да, все-таки у него вариант очень плохой тут с кермы, потому что у них будет только максимально первая броня, и они все-таки развалятся под арбалетами. И Джордан захавает здесь Макса. Нежданчик, потому что была у него прям плохая ситуация, но выкомбыкался кое-как. Так, давайте посмотрим. АПМ 63 на 61, не очень высокий, но здесь и карта сложная была, нестандартная.
А вот вам и статистика, допустим, worker efficiency, да, 71% времени работали крестьяне Джордана, а тут всего 65, вот, и думайте, 6% это немало, это очень мало. Так, ну, честно говоря, вот, да, я здесь Джордана немножко хейтил за то, что у него всего лишь 60 хп Монки в импе, там 75, это легко делается. Но более большая ошибка, я думаю, от Макса все-таки, да? Манипурская кавалерия где? Где? Ладно, он рано в замках не сделал, в средних замках, но в ранних к ранним импам, пожалуйста. Это был must-have, мне кажется, здесь. Ну, здоровская игра такая. Ну, посмотрим, что покажут. Я буду болеть за Джордана, на самом деле, очень сильно он мне импонирует. И Макс тоже, конечно. Они всякие работают. Ладно. Спасибо вам за просмотр. И если поставите лайки, тоже будет приятно.